Приветствую всех зрителей уже в наступившем 2022 году. В январе ожидается большое количество мероприятий, которые проведут крупнейшие автомобильные аукционные дома. С некоторыми интересными лотами мы уже успели познакомиться в декабре. Сегодня предлагаю заглянуть в Скоттсдейл, где Bonhams выставит на продажу один из редчайших Гран-туризмо Apollo 5000 GT. Два молодых американца, инженер и предприниматель Милт Браун и его партнер Ньют Дэвис, мечтали о создании спортивного автомобиля с родной проверенной механикой и итальянским дизайном, так называемым американским Феррари. Чтобы реализовать свою мечту, они взяли за основу дизайн-проект еще одного их школьного приятеля Рона Плешия. А Браун договорился с основателем итальянской компании Интермеканика Фрэнком Рейснером о создании первого прототипа. Вот что говорил об этом сам Милт Браун. «У меня уже было предложение от Пининфарина на $50 тысяч за прототип, когда в Америке можно было купить дом за $10 тысяч, но у Фрэнка были низкие накладные расходы. Сам Браун разработал для прототипа стальное шасси, на которое был установлен алюминиевый кузов ручной работы. Браун понимал, что для быстрой машины нужен не только мощный, но и легкий мотор, поэтому двигатели Buick V8 с алюминиевым блоком объемом 3,5 литра и мощностью 200 или 225 сил идеально вписывались в его концепцию. Рулевое управление и пружинная подвеска всех колес также были позаимствованы у Buick Special. А среди доработок оказались усиленные телескопические амортизаторы Monroe, передний стабилизатор и спецованные колеса Барани. Впоследствии дизайн был немного доработан, так как Рейснер заметил, что слишком длинный капот и ограниченный задний обзор будут мешать эксплуатации серийных автомобилей. Для этого он подключил к работе бывшего дизайнера Бертоне Франко Скальоне. Скальоне был известен тем, что в середине 50-х годов, работая в Бертоне, создал для Альфа-Ромео серию невероятных концептов BAT – Berlin Aerodynamica Technica, впечатляющих даже сегодня. Благодаря его идеям переднюю часть прототипа укоротили, появились дополнительные боковые окна, а заднее стекло увеличили. Первые серийные Apollo 3500 GT появились в январе 1963 года благодаря подписанному годом ранее договору на поставку кузовов между Милтом Брауном и компанией Интермеканика. Они все так же изготавливались в Турине вручную, но уже не из крылатого металла, как у прототипа, а из стали, и отправлялись в калифорнийский Окленд, где на них устанавливали те же силовые агрегаты Buick и четырехступенчатые механические коробки передач Borg-Warner T10, как на Корвет. Автомобиль получился очень легким, на 300 килограммов легче, чем все тот же стеклопластиковый Корвет. Сочетание стартовой цены в $6 тысяч, а также заявленных показателей разгона до сотни за 7,5 секунд и максимальной скорости в 210 км в час вызвали теплый прием у автомобильной прессы. Также положительно воспринимался яркий и оригинальный дизайн в европейском стиле, вкупе с высокопроизводительным двигателем Buick. Но больше всего поразила управляемость автомобиля. По мнению прессы, Apollo превосходил по этому параметру не только Корвет, но и исконных европейцев – Aston Martin DB4 или Ferrari 250. Ведь распределение масс по осям было 47/53, практически идеальный баланс. Но и особо привлекала простота конструкции, ведь автомобиль можно было обслужить в любом сервисе, занимавшемся маркой Buick. Первые экземпляры были направлены голливудскому дилеру Buick Филу Холлу, но вмешалась GM, запретив ему продавать Apollo GT под своим брендом. Вопрос был решен с помощью Джорджа Финли, дилера Lincoln Mercury. Благодаря его поддержке Браун открыл свой собственный салон International Motor Cars of Oakland. Для столь небольшой и начинающей компании модель 3500 GT неплохо продавалась, и через некоторое время в модельный ряд добавили версию с открытым верхом.
Чуть позже появился 5-литровый силовой агрегат, выдававший 250 лошадиных сил, а модель сменила индекс на 5000 GT. Но вслед за успехом последовали разочарования. По мере увеличения количества заказов компания перестает с ними справляться и к середине 1964 года сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, в результате чего была вынуждена свернуть производство. Отчасти в этом была вина руководства, не совсем правильно просчитавших розничную стоимость спорткара. Бытует мнение, что, учитывая массу достоинств автомобиля, можно было продавать его не за 6, а за все 10 тысяч долларов. И он все равно бы нашел своего покупателя, сохранив жизнедеятельность компании на более продолжительное время. Несмотря на остановку производства, жизнь Аполло на этом не закончилась. С целью реализации оставшейся части уже произведенных кузовов, Фрэнк Рейснер при помощи все того же Джорджа Финли, уже оказавшего поддержку ранее, заключил контракт с Фредо Рикетсом, владельцем предприятия Vanguard Industries из Далласа, чья компания выпускала автомобильные аксессуары, а также системы кондиционирования воздуха для автомобилей. Рикетс рассчитывал, что войдет в автомобильный бизнес без серьезных затрат и станет использовать его в том числе для рекламы своей продукции. По контракту название Аполло сохранялось за заказчиками, так как теплилась надежда найти инвестора и избежать банкротства. Автомобиль получил имя Ветта Вентура. Дальше история несколько противоречива. Некоторые источники утверждают, что Фред Рикетс, столкнувшись со сложностями в сбытии автомобилей, решил быстро сдаться и расторгнуть договор уже спустя несколько месяцев после его заключения. Другие рассказывают, что, найдя наконец нового инвестора, заказчики сами поспешили расторгнуть контракт. А возможно, и те, и другие события произошли одновременно, поэтому решение прекратить взаимоотношения партнеров было взаимовыгодным. Покупателем активов оказался адвокат из Лос-Анджелеса Роберт Стивенс. Он основывает в Пасадене, пригороде Лос-Анджелеса, компанию Apollo International Corp, которая дособрала оставшиеся комплекты снова под брендом Apollo. По желанию заказчика на них могли поставить автоматическую коробку передач или двигатель от Chevrolet Corvette. Всего же фабрику покинуло предположительно от 9 до 14 автомобилей. Считается, что еще 6 были куплены и собраны самостоятельно одним из сотрудников фирмы, а еще 4 долгое время хранились в доках Лос-Анджелеса до тех пор, пока в 80-х годах не были проданы на таможенном аукционе и достроены. Сколько всего было произведено Аполло за все годы, доподлинно неизвестно. А учитывая, что сборкой и продажей автомобилей занимались несколько разных компаний, то в этом вопросе есть изрядная доля путаницы, и разные источники противоречат друг другу. Фактом является лишь то, что выпущено их было ничтожно малое количество. Предположим, что на свет появилось 78 купе, 9 кабриолетов и один прототип купе с посадочной формулой 2+2, получивший награду Best of Show на Нью-Йоркском автосалоне 1965 года. Но с этим прототипом было не все так однозначно. Кузов 2+2 был также разработан Франко Скальоне с целью расширения модельной линейки Apollo. Как нетрудно догадаться из названия, эта версия получила более просторный салон с 2 дополнительными местами сзади. В связи с финансовыми трудностями в производство он не пошел, а сам прототип остался в Италии. После того, как все кузова Apollo были реализованы, Мил Браун и Ньют Дэвис продолжали поиски возможных инвесторов, чтобы продолжить сотрудничество с Интермеканико. Одним из них оказался Джек Гриффит, который был весьма неоднозначной личностью и на тот момент был известен как американский производитель британских TVR. Получая кузова из-за океана, он устанавливал на них двигатели Ford и продавал их, ведя тем самым весьма успешный бизнес. После того, как в 1965-м у него возникли затруднения с поставками кузовов TVR, он вышел на переговоры с Брауном и Дэвисом, которые рассказывали ему о своих планах возрождения марки Apollo. Гриффит, смекнув что к чему, схитрил и вышел напрямую на поставщика кузовов Фрэнка Рейснера из Интермеканико. Тот вместе со Скальоне модернизировал кузов Apollo 2+2, и таким образом на Нью-Йоркский автосалон прототип попал под именем Griffiths GT 2+2. В серийное производство он не был запущен, но зато Гриффит, заручившись поддержкой Интермеканико, строит новый завод в городе Шарлотт, Северная Каролина, с целью производить новую модель Griffith 600.
История Гриффита заслуживает отдельного видео, может оно когда-то появится на канале. Ну а что касается прототипа Griffith GT 2+2, то за годы своего существования он несколько раз реставрировался, и на текущий момент его внешность подверглась изменениям. Передняя часть была переделана и соответствует варианту, который изначально задумывался для проекта Apollo. У автомобиля появился раздельный передний бампер, крупный воздухозаборник, иные поворотники и логотип Apollo. В ноябре 2019 года на онлайн-аукционе Bring a Trailer он был продан за $80 тысяч. Попытка возрождения марки Apollo была предпринята в 1982 году. Милт Браун и Рон Плеша снова совместными усилиями разработали модель Верона. Ее можно было приобрести как в готовом виде, так и в виде комплекта для тех, кто хочет построить автомобиль своими собственными руками. Стилистика перекликалась с моделями Morgan, а кузов был выполнен из стеклопластика. Под капотом расположилась карбюраторная V-образная восьмерка Chevrolet объемом 5 литров, а крутящий момент передавался на задние колеса через GM-овскую 3- или 4-ступенчатую автоматическую коробку передач. Подобные машинокомплекты производились довольно-таки продолжительное время. В 2002 году Милт Браун основал компанию Apollo Design. В его планах была разработка и постройка концептов, а также спортивных автомобилей. В 2005-м на выставке Custom Car Show в Сан-Франциско Браун представил Apollo Monza Spider. Дизайн оказался вдохновлен спортивными автомобилями Альфа Ромео конца 30-х годов, включая потрясающую серию 2900. В качестве силового агрегата использовался шестицилиндровый двигатель BMW объемом 2,5 литра, расположенный спереди в пределах шасси, чтобы добиться распределения веса 50 на 50. Мощность его была увеличена до 227 лошадиных сил, и благодаря тому, что Спайдер получился легким, разгон до 96 км в час составил 5,6 секунды. Автомобиль был продан на аукционе Sotheby's в Монтерей в августе 2006 года за $110 тысяч. Цель нашего сегодняшнего видео – обсудить шасси номер 1074. Это Apollo 5000 GT, один из немногих оригинальных экземпляров, сохранившихся до наших дней. К тому же важной вехой в его истории является то, что он принадлежал основателю Apollo Милту Брауну. Цвет British Racing Green, соответствующий первичной заводской окраске, практически полностью оригинальный интерьер, трансмиссия и колесные диски Барани, на которых автомобиль появился на свет. Специалисты марки полагают, что есть еще два момента, делающие этот редкий GT еще более уникальным и ценным. Во-первых, это единственный Apollo, окрашенный в подобный цвет. А во-вторых, это предпоследний спорткар, построенный до того, как компания свернула производство. История повествует нам о том, что после того, как его доставили своему первому владельцу, он в течение 35 лет хранился в помещении в сухом и благоприятном климате Южной Калифорнии. В 2004 году купе приобрел один из основателей компании Apollo, Милт Браун, и обнаружил, что транспортное средство находится в превосходном состоянии. На правах создателя Браун даже составил от своего имени письмо следующему собственнику, где подтверждал оригинальность автомобиля. В 2006 году Браун продал GT через компанию Fantasy Junction, и в тот момент на одометре было всего 1300 миль. Сегодня, когда пробег составляет чуть более 4000 миль, спорткар полностью соответствует состоянию, описанному Милтом Брауном в своем письме. Давайте разберемся, каково положение дел Apollo на рынке классических автомобилей. Естественно, еще раз оговоримся, что марка крайне редкая и не часто появляется в продаже на крупных аукционах. Тем более ценными и желанными являются все выжившие до нашего времени экземпляры. Средняя цена продажи приближается к $200 тысяч. Но есть варианты, которые значительно превысили эту отметку. Например, вот этот невероятно редкий 3500 GT Spider, проданный в 2019 году в Техасе аукционным домом Worldwide Auctioneers за $506 тысяч. Герой нашего рассказа, зеленый Apollo 5000 GT 1964 года, выставляется на продажу 27 января на аукционе Bonhams в Скоттсдейле. Стоит упомянуть, что совсем недавно, в июне 2021 года, его пытались продать через платформу Bring a Trailer, но торги закрылись на отметке в $130 тысяч, которых оказалось недостаточно для завершения сделки.
Надеемся, что скоро этот важный для истории автомобиль найдет нового хозяина. Кто знает, может он даже установит рекорд для версии купе 5000 GT. При любом развитии событий, по окончании торгов, результат появится в одном из новых видео на нашем канале. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Никогда не болейте. Ну а пока. Пока.